Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание полезным магическим словам, которые защитят вас от любой эмоциональной грязи. И эти практики очень непростые, и они вам во многом помогут. Поэтому обязательно перепишите и используйте в своей жизни. Желательно даже использовать каждый день, потому что они действительно могут изменить вашу жизнь. Так, давайте начнем с первых магических слов, которые мы рекомендуем вам говорить. Вы знаете, многие из нас люди работают с людьми. Потому что это продавцы, это, например, в банке, да, мы обслуживаем, как правило, клиентов. Без этого никуда никому. И, конечно же, когда мы с вами разговариваем с кем-то, не всегда мы можем по разным причинам решить чью-то чужую проблему или задачу, с которой к нам пришел человек. И, возможно, вы слышали, что, например, вам ваш клиент говорит или произносит следующую фразу, чтобы вам тоже так пришлось. Или если вы бы сами были на моем месте. То есть таким образом человек пытается, возможно, неосознанно, не специально сбросить вам негативные энергетические потоки. Знаете, своеобразную грязь. Поэтому воспроизнесите следующие слова шепотом, скажите в спину этому человеку: «Чего желаешь мне, забирай себе». Таким образом, вы этот негатив, эту грязь себе не оставляете, а таким образом вы отдаете этот негатив тому человеку, и он с собой уносит. Следующая практика, которая также, она легкая, и мы рекомендуем ее всем делать, главное, чтобы вы ее записали. Когда у вашей жизни происходит какое-то хамство, грубость, например, вам кто-то негативно отправляет какие-то пожелания, тогда возьмите тихонечко и скажите следующие слова: «Твои речи тебе же в плечи». И идите, занимайтесь своими делами. Главное, здесь очень важно, чтобы вы не зацикливались на том негативе, который пытаются отправить в ваш адрес. Следующие слова, это незаменимые волшебные слова. Если, например, у вас отношения с соседями, с коллегами, возможно, с вашими близкими родственниками оставляют желать лучшего. Потому что именно с такими людьми обязательно нужно сохранять мир. И когда вас провоцируют на какой-то конфликт, на злость, на обиду, то в таком случае ни в коем случае, во-первых, не отвечайте злом на зло, а обидой на обиды. Потому что, знаете, когда негатив происходит в вашей жизни или отправляется в вашу жизнь, таким образом, возможно, вы сразу не заметите тех или иных событий, которые происходят в вашей жизни. Но хотим сказать вам о том, что если постоянно вы сталкиваетесь с негативом, вашу энергетическую оболочку постоянно начинает, знаете, вот как клевать, клюют, и в какой-то момент ее пробивают. И, соответственно, это приносит к вам определенные проблемы и нюансы. Да, сначала вы ничего не заметите, а со временем в вашей жизни начнут происходить не очень хорошие и приятные события. Поэтому, чтобы такого не было, всегда говорите: «Иди с миром, и я пойду». Следующие магические слова, которые мы рекомендуем вам произносить, произносите в том случае, если вам приходится уезжать, вне зависимости, командировку, на отдых, и, соответственно, вам приходится надолго оставлять жилье без присмотра. Вот здесь очень важно, чтобы вы, во-первых, дружили с домовым и умели договариваться с домовым. Поэтому, пожалуйста, хотя бы раз в месяц оставляйте ему в блюдечко молочко, печенье на вечер. И это лучше сделать поближе к газовой плите.
и, возможно, у вас есть камин. Как правило, домовой любит именно в том месте находиться. И предупреждаете, поговорите, что вы с ним дружите, и этот подарок оставили ему. А на следующее утро обязательно молочко отдавайте то ли бездомным животным, возможно, у вас есть дома кошка, собака, пусть они вылакают молочко и съедят, например, печенье или ту же конфету. Хотим вам сразу сказать о том, что вы, может быть, будете удивлены, но из опыта бывает так, что, например, вам захотелось купить, например, конфету, шоколадную конфету, вот, и вы оставляете ее на столе. На следующее утро вас прямо тянет вот в то место, где есть бездомное животное, или ваша собака, например, или кошка, которая вот эту шоколадную конфету начинает грызть, съедать. И у вас прямо глаза на лоб будут лезть, как это так возможно. Просто дело в том, что домовой, он живет на энергетическом уровне, он не может проявиться в материальном плане, да, его люди видят, но не все, конечно же, и, соответственно, на материальном плане он может только через кого-то или что-то прочувствовать. Поэтому научитесь своего домового время от времени баловать вкусняшками. Также, что вы можете еще делать по отношению к домовому? Например, брать белую чистую салфетку, на нее ложить, например, конфеты, но не леденцовые, какие-то вафельные, возможно, шоколадные, печенье, только то вкусное, которое вы бы сами съели. И вот ложите в то место, где ни дети, никто ваших близких не дотронутся. И обязательно говорить о том, что дедушка домовой это для тебя. И оставлять вот это на целый месяц. Таким образом, дедушка домовой обязательно будет оберегать и помогать вам. Так вот, в день отъезда, когда вы собрали уже сумки, скажите следующие слова. Хозяин домовой, не буянь в ночи, лежи на печи, прими на охрану дом домовища, поклажу, посуду, я скоро прибуду. Ключ, замок, вороток. Аминь. Ну и, друзья, пятый, последние обережные слова, которые мы рекомендуем произносить всем, вне зависимости, сколько раз вы выходите из дома. Эти слова достаточно сильные по себе, это обращение к ангелу-хранителю, они очень сильные и очень полезны. Особенно, если, например, вам предстоит нелегкий день. И в таком случае, обращаясь к ангелу-хранителю, вы обязательно сможете сделать так, чтобы высшие силы помогли вам, направили на путь истинный и, возможно, решили или открыли новые для вас возможности. Итак, при выходе из дома, перед тем, как вы будете выходить, скажите следующие слова. Ангел мой, пойдем со мной, ты впереди, я за тобой. Как вы видите, простые слова, большая просьба их переписать и использовать в своей жизни. Дело в том, что как только вы будете произносить как можно чаще, вы их, соответственно, запомните и сможете уже на память их произносить. Возможно, ваши бабушки, возможно, ваши прабабушки передали вам и другие магические волшебные слова, которые помогут вам уберечь от неприятностей, от сплетен, от ваших врагов и так далее. Используйте их, потому что знания наших бабушек, наших прабабушек, дедушек, к сожалению, на данный момент утрачивается. Это происходит специально, на уровне, чтобы люди не такие были, знаете, связаны со своим родом, чтобы они не знали свою историю и так далее. Это очень важно, поэтому, пожалуйста, даже если у вас есть внуки, дети, и которые на данном этапе в жизни не готовы принимать ту информацию, о которой вы говорите, вы не расстраивайтесь. Заведите себе тетрадочку, блокнотик и начинайте записывать. И когда наступит определенный момент, вы знаете, дети сами или ваши внуки, внучки, они потянутся к этому. Почему? Потому что в какой-то момент на подсознательном уровне они начнут читать уже ваши
тетради, ваши блокноты, и им захочется понять и осознать, почему происходят те или иные вещи. Поэтому, пожалуйста, используйте это, чтобы и ваши внуки, ваши дети владели вот такой, казалось бы, знаете, с одной стороны банальной, но с другой стороны очень важной информацией, потому что когда ваши дети, ваши внуки могут обратиться к роду и попросить поддержки, помощи, это очень много им поможет в жизни. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Также, друзья, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. У нас на телеграм-канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. Смотрите, там для вас очень много ценной информации. Всех вас любим, целуем, друзья, и услышимся уже с вами в следующем видео.